Сегодня научу вас печь еще один очень вкусный пирог. Печется очень быстро, получается нарядный, вкусный, пальчики оближешь. Совсем прост в приготовлении. Из чего он у нас будет состоять? Для теста мы берем 150 грамм маргарина и 150 грамм муки. Это все нам нужно превратить в мучную крошку. И для начинки 300 грамм творога любого. Можно взять обезжиренный творог. Это тоже будет вкусно. 3 яичка. Где-то 2/3 стакана сахарного песка. Можно чуть поменьше, если не хотите сладко. И пол чайной ложки питьевой соды. Сейчас начнем смешивать тесто. Тесто, значит, превращаем в крошку. Высыпаем муку. И прямо руками начинаем все это перетирать с маргарином. Вот, муку с маргарином уже перетерли. Видите, получается равномерная крошка мучная. Старайтесь не сбить это все в тесто. Так, все, теперь мы это отставляем. Это у нас тесто. Это отставляем. Возьмемся за творог. Творог для начала нужно растереть с сахарным песком вилочкой, чтобы получилась кремообразная масса. Не знаю, чтобы комочков не было. Так, вилочкой все это перетерли. Вот так перетерли. Видите, творожок стал мягонький, пастообразный. Теперь сюда убиваем яйца и питьевую соду. Все перемешиваем до однородной массы. Масса должна быть жидковатая, не пугайтесь, она такая и должна быть, потому что пирог у нас получится очень нежный. Для вкуса в этот пирог можно добавить, натереть лимонной цедры. Лимон потереть на терочке. Получится еще вкуснее. Вот так для быстроты все это перемешаем. Вот такая жиденькая начинка у нас получилась. Так, теперь будем собирать пирог. Берем противишок или форму. Смажем, хоть она и тефлоновая, все равно мы смажем растительным маслом немного, чтобы все это не приставало. Как мы собираем пирог? Половину вот этой части сыплем на дно. Это будет первый слой пирога. Равномерно распределяем. Равномерненько. Не торопясь. Донышко прикрываем. Теперь выливаем сюда всю начинку. Чтобы удобнее было смотреть. И теперь прикрываем второй частью мучной крошки. Тоже равномерно распределяем по поверхности. И все. Теперь в духовку при 180 градусах буквально минут на 20. Главное, чтобы творог запекся, внутри пропекся, и все. Пирог зарумянится, и он готов. Все, пойдем печься. И вот такой пирог у нас испекся. Вот такой он красивый. Получается ложечка, потому что есть его лучше ложкой. Он очень нежненький. Получается. Готовится очень быстро. Так что, молодые хозяюшки, не бойтесь, готовьте. И всем приятного чаепития.